Пытался я заточить цепь с помощью шаблона вручную напильником и шуруповертом, но результат оказался не впечатляющим. Шуруповертом немного лучше получается, но все равно недостаточно. На следующем этапе я решил опробовать болгарку. Сразу скажу, что к этому способу я отношусь очень скептически. Думаю, что необходимый угол выдержать очень сложно и можно легко повредить цепь одним неловким движением. К тому же это опасно. Для начала обновил маркером метки на тисках. Выдерживая необходимый угол, вначале хорошенько прицелился. Хорошо такую операцию выполнять болгаркой с регулятором скорости. Вместо этого я прикладывал круг после отключения болгарки, чтобы снизить скорость вращения. После нескольких попыток убедился, что результат есть. Отметил заточенное звено и продолжил работу. Как вариант, решил попробовать с широким наждачным кругом. Получилось несколько лучше. После заточки звена необходимо слегка пройти напильником для снятия заусенцев. Думаю, что качество заточки приемлемое. Для сравнения показываю зуб, заточенный тонким кругом. При детальном осмотре заметно, что тонкий круг оставляет рез сбоку на зубе. Решаю дальнейшую заточку проводить широким кругом. Закончив с одной стороны, перехожу на другую. И так аккуратненько, не спеша, прохожу все звенья. Как обычно, после заточки смываю стружку бензином. Тщательно промываю кисточкой. Надеваю цепь и собираю бензопилу. После того, как цепь собрана, я шаблоном проверяю высоту ограничителя реза. Хоть я и точил болгаркой, но высота ограничителей в норме. Ну и, конечно же, опробование. Очень неожиданно, но цепь пилит хорошо. Стружка крупная, чувствуется, что цепь режет дерево. Учитывая, что условия сложные, древесина твердая, это яблоня возле корня, результат заточки чувствуется хорошо. Вот только рез неровный, пилу уводит вправо. С этим еще надо будет разбираться. А так стружка крупная, красивая, так что могу порекомендовать такой способ. И хотя этот способ заточки мне не нравился, он показал хороший результат. Думаю, что после пары таких заточек придется с помощью шаблона подправлять угол заточки зубьев. Подписывайтесь на канал.